Земельные участки многодетным семьям. Земельный участок смело можно назвать вечной ценностью, количество земли, пригодной для использования, всегда ограничено. Особенно когда речь идет о земле, на которой будет уместно построить свой индивидуальный дом, дачу или разбить плодовый сад. Поэтому возможность получить бесплатно земельный надел стала важной мерой социальной поддержки многодетных семей и заинтересовала многих. Тем более, что через несколько лет полученный участок такая семья может без проблем продать. Особенности предоставления земельных участков многодетным семьям. Федеральное законодательство, статья 39.5 Земельного кодекса РФ, позволяет передавать находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки бесплатно в собственность граждан, имеющим 3 и более детей. Но сам порядок предоставления участков при этом устанавливается региональными законами. Почему выделение земельных участков многодетным семьям регулируется именно на региональном уровне? Понятно, в разных регионах количество населения отличается, как и площади земель, доступных для распределения. Как получить земельный участок многодетной семье? В число обязательных требований для выделения бесплатного надела таким семьям входит наличие не менее 3 родных или усыновленных детей. Как правило, речь идет о детях младше 18 лет, или если ребенок учится в вузе и находится на иждивении родителей, младше 23 лет. Если в отношении ребенка статусу взрослого опекун или попечитель, то такие дети могут учитываться или нет в зависимости от региона. На территории Московской области дети, находящиеся под опекой или попечительством, в счет не идут, как и дети, обучающиеся в вузе после достижения ими 18 лет. Необходимость улучшить жилищные условия. Обязательное включение в список претендентов на землю в местном муниципалитете. Обратите внимание, в отдельных регионах могут быть предъявлены дополнительные требования. Свободной земли в границах крупных городов находится недостаточно, поэтому вместо выдачи земельных участков региональные власти могут предлагать многодетным семьям участки в других районах либо выделять им квартиры. В некоторых регионах разрешается выплачивать денежную компенсацию вместо участка земли для многодетных, но таких мест в стране очень немного. Земельный участок для многодетной семьи в Москве в настоящее время получить нельзя, наделы не выделяются, нет и приема заявлений на их предоставление. Лучше обстоит дело с выделением участков многодетным семьям в Подмосковье, согласно закону Московской области от 1 июня 2011 года номер 73/2011 о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области. С изменениями от 4 мая 2018 года, многодетные семьи, проживающие в регионе, имеют право однократно получить бесплатно земельный участок в равную долевую собственность на всех членов семьи. На дату подачи заявления в многодетной семье должны соблюдаться следующие условия. Все ее члены – граждане РФ. Родители проживают на территории области не менее 5 лет. Не менее 3 детей имеют возраст младше 18 лет, проживая на территории области. Члены семьи не имеют земельного участка размером от 6 соток или жилых домов в собственности в Московской области, со дня вступления закона в силу не производили отчуждение или раздел принадлежащих им участков площадью от 6 соток. Стоимость земельного участка в Подмосковье – разница между кадастровой и рыночной ценами. При соблюдении всех условий предоставления многодетным земельного участка и наличии подходящих участков, органы местного самоуправления выносят решение о его выделении. Они определяют как местоположение бесплатно выделенных земельных наделов, так и размеры площади участков, для Московской области это от 10 до 15 соток. То есть многодетной семье самостоятельно выбрать конкретный участок нельзя. Предполагается, что к выделенному земельному участку подводятся все коммуникации, но на практике так дело обстоит редко. Порядок получения участка – пошаговая инструкция. Для получения земельного участка многодетным семьям нужно предпринять следующие шаги. Шаг 1. Следует убедиться, что семья обладает правом на бесплатное получение надела, есть 3 детей по возрасту младше 18 лет, срок жительства на территории области не меньше 5 лет, не владеет иным домом или участком и так далее. Шаг 2. Подготовить пакет документов. Заявление с просьбой поставить семью на учет для бесплатного предоставления в собственность участка с уточнением цели, садоводство, индивидуальное жилищное или дачное строительство. Документы, подтверждающие личности членов семьи, их родственные отношения, наличие у них гражданства РФ. Выписка из домовой книги. Выписка из ЕГРН на имеющуюся недвижимость на территории области, с 1997 года.
Выписка из архива областного бюро технической инвентаризации о наличии либо отсутствии в собственности объектов недвижимости, до 1997 года. Документы от органа опеки и попечительства, раскрывающие сведения о детях, не учитываемых в составе многодетной семьи. Документы, содержащие данные о постановке на учет и предоставлении семье участка по месту жительства супруга или супруги заявителя от органа местного самоуправления муниципального образования Московской области. Последние 4 документа для оформления земельного участка многодетным, впрочем, уполномоченный орган запрашивает сам в ведомствах, ведущих учет, поэтому семье приносить их не нужно. Что касается остальных документов, то желательно приносить и оригиналы, и копии. Шаг 3. Подать заявление и остальные документы в орган местного самоуправления по месту жительства. Заявление может иметь форму электронного документа и отсылаться через интернет, например, через единый портал госуслуг. Шаг 4. Дождаться ответа. В течение месяца орган местного самоуправления должен либо поставить многодетную семью на учет для предоставления земельного участка, либо отказать ей в этом. В последнем случае семья получит заказное письмо с мотивированным отказом, а также электронное сообщение. При несогласии с отказом его можно попытаться оспорить, обратившись в суд в течение 3 месяцев. Шаг 5. Получить решение органа местного самоуправления о предоставлении участка. Выдача земельных участков многодетным семьям происходит из специального перечня земель, утверждаемого органом местного самоуправления. По закону многодетной семье полагается от 10 до 15 соток земли, но ей может быть выделен и меньший по площади земельный участок, если имеется ее письменное согласие на это. После получения семьей надела необходимо также оформить государственную регистрацию ее права собственности на земельный участок. Подводные камни обеспечения земельными участками многодетных семей. При всей привлекательности идеи обеспечения бесплатными земельными участками многодетных семей, практическая реализация законодательных норм бывает сильно затруднена. Какие сложности обеспечения земельными участками можно назвать? Во-первых, число желающих получить бесплатно участок земли обычно больше, чем подготовленных для этого наделов. Муниципальные органы формируют списки желающих, отдельные для каждого вида использования для жилищного, дачного строительства или ведения садоводства, и затем в порядке очередности выделяют земельные участки по мере их готовности. Очередь на земельный участок многодетным семьям может двигаться быстро, но может и затянуться, многое зависит от условий конкретного района. По некоторым данным, до сих пор земельные участки получили около 40% семей, претендующих на их получение. При этом важно, чтобы региональные и муниципальные власти провели все подготовительные этапы работы правильно, вопросы собственности земель были согласованы, геодезисты определили точные координаты участков, а сами участки отнесены к категориям, на которых разрешено строительство или садоводство. В практике разных регионов РФ, включая Подмосковье, немало случаев, когда выделенные для многодетных наделы оказывались либо на территории болот, лесов и оврагов, либо в местах расположения свалок, очистных сооружений и скотомогильников, либо на заповедных территориях. Все это в конечном итоге исключало реальное использование земель, приводило к напрасным тратам времени и денег со стороны многодетных семей, а то и сопровождалось судебными исками в их адрес. Во-вторых, из перечня необходимых для земельного участка коммуникаций, дороги, электричество, водопровод, канализация, газ, чаще всего присутствуют лишь дороги, но и те не всегда. Учитывая, что в условиях рынка бесплатно выделяются чаще всего лишь самые отдаленные земельные наделы, стоимость создания полноценной инфраструктуры участка может в разы превышать его рыночную стоимость. Конечно, со временем подводных камней процесса обеспечения участками многодетных становится меньше, совершенствуется взаимодействие муниципальных и региональных властей с федеральными ведомствами. Органы местного самоуправления Московской области теперь обязаны размещать сведения о постановке на учет многодетных семей для бесплатного получения земельных участков, а также о предоставленных участках на своих официальных интернет-сайтах. С мая 2018 года данные о предоставленных участках доступны и в единой государственной информационной системе социального обеспечения. Но, к сожалению, сложностей обретения многодетными семьями земельных наделов остается еще немало. Таким образом, многодетные семьи в РФ имеют весомые социальные льготы, в том числе возможность бесплатного получения земельных наделов для индивидуального жилищного или дачного строительства либо для садоводства. Порядок выделения участков регулируется региональными законами, а решение о выделении принимается муниципальными органами.
Уже тысячи семей в нашей стране воспользовались таким правом и улучшили свое материальное положение. Но хватает и проблем: пребывание в очереди порой затягивается, участок может достаться без коммуникаций, а то и на землях, малопригодных либо совсем непригодных для использования. Поэтому здесь нужно быть внимательным, четко представлять свои законные права и ориентироваться на реальные возможности, свои и конкретных муниципальных органов.